Кэтрин торопливо шагала по тротуару, ведь страшный ливень обещал перерасти в жуткую грозу. Из-под зонта она бегло оглядывала тротуар лишь чтобы понять, туда ли свернула в спешке. Мимолетно скользнув взглядом по серому хвостатому зверьку, она решила, что это крыса. Странная крыса, подумалось ей, сидит, мокнет и шатается. Мокрая крыса едва поднимала голову, ее глаза были закрыты, ну а шум дождя помешал распознать писк и мяуканье. Когда Кэтрин поняла, что на самом деле это был новорожденный котенок, конечно, мимо пройти она уже не смогла. Крошечный, совсем замерший, слепой и с пуповиной на животе, таким новый житель Окленда в Новой Зеландии был при первой встрече. Конечно, Кэтрин была реалисткой и понимала, что заменить маму такой крохи она не сможет. Котенка было жалко, но оставить его умирать под дождем недопустимо. 12 дней спустя Брюс весил всего-то 100 граммов. Он все еще не открыл глаза, но еще немного погодя, Кэтрин увидела их красивущие глазенки малыша. Он был странного окраса, но стал необыкновенно красивым котенком. Она выкармливала его из пипетки инсулинового шприца, учила лакать молоко из миски, пальцем смачивая ему нос, а затем, когда он смог кушать самостоятельно, она поняла, что это больше, чем дружба. Не любить его невозможно, и его новая мама упорно трудилась, чтобы обеспечить ему тепло. Брюс ответил лаской и отменным здоровьем. В 9 недель это был уже почти килограммовый красавец-кот. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.